Сейчас хочу рассказать, как правильно раскидывать провода по локации, как выглядит контроллер на схеме и куда нужно привести линию питания связи. Схема выглядит таким образом. Это вид сверху. По комнатам несколько комнат в этом квесте. Один контроллер. Контроллер в квесте располагается либо в мебели, либо как здесь, в комнате, которая примыкает к квесту. Контроллер обозначается таким образом, DTX. В зависимости от количества контроллеров меняется нумерация их. На ресепшене устанавливается контроллер DT-USB и блок питания 12 вольт для того, чтобы квест работал. На ресепшене вот здесь вот установлен блок питания и контроллер DT-USB. Далее линия питания и связи, пунктирная линия. Это два провода КММ и ШВП 2 на 1,5, КММ 2 на 0,12. Они идут от ресепшена до контроллера номер 1. Здесь в процессе монтажа в схеме было внесено было изменение, и контроллер установили не в комнате номер 2, а в специальной комнате оператора, где было намного ближе до датчиков квеста. Вот таким вот образом выглядит подключенный контроллер. Каким образом протягивать провода? Каждый квадратик, который расположен на схеме, это своего рода устройство или кабель, или датчик, или нагрузка, которую необходимо подключить. То есть каждый квадратик подключается к контроллеру. Следовательно, как производилось подключение проводов непосредственно в квесте. Вот локация, комната номер 1. Здесь есть датчик инструменты. Вот он выглядит таким образом. То есть провод пришел и ушел в операторскую. Далее здесь есть магнитный замок, который блокирует клетку. Также провод пришел, подключился к нему и ушел по потолку в операторскую. Точно так же в комнате номер 2 есть несколько датчиков. Это фит-считыватель. Это, опять же, вот эти лампочки пока что, но их потом заменят на магнитные замки. Датчик Геркон и еще одна лампочка, которая потом заменится на MP3-плеер. То есть все эти провода точно так же тянутся в комнату оператора к контроллеру номер 1. То же самое, кодовая панель, все провода ушли. Магнитный замок, все провода ушли. В комнате 3 датчик и магнитный замок стола. Тоже все ушли. Щиток, это было готовое устройство. Тоже здесь куча проводов, оно за стеной приводится в комнату оператора. То есть все провода, которые есть в квесте, они должны прийти по схеме к контроллеру. И уже контроллер располагается, он может располагаться, повторюсь, в квесте, в мебели. То есть на схеме рисуется так, чтобы было равноудаленное расстояние от всех датчиков и нагрузок. Таким образом, все провода, которые пришли к контроллеру, подключаются согласно схеме, и тогда квест можно уже запускать, и он начинает функционировать.